Всем привет! Сегодня я хочу с вами поговорить о такой интересной, очень важной для лошади штуке, как копыта. Зайка, дай немножко. Мало. Да, сейчас я чуть-чуть расчищу копытку Миши от снега. Почему я взяла именно Мишу? Потому что он старотипный приз, это тяжелая лошадь. И, как правило, у старотипного приза копыта, как и у всех тяжелых лошадей, практически плоские. Я хочу вам показать, какое замечательное копыто у Миши. Посмотрите, какое так называемый купол. Оно очень объемное. Оно представляет из себя так. У меня ищет лошадь камеру. Камера ищет лошадь и не желает воспринимать копыта. Но если вы посмотрите, то я попробую сейчас все-таки показать копытко сбоку. Видите, насколько оно утоплено вниз подошва. Это значит, что у него замечательный свод копыта. Что это дает? У лошади замечательно амортизационное. Молодец, ты умничка. Молодец. У лошади замечательное амортизационное свойство копыта именно вот за счет этого купола. Благодаря куполу лошадь принимает нагрузку, она весит полтонны, и вся эта нагрузка равномерно распределяется по копыту благодаря вот этому своду. Если такого свода у лошадей нет, значит эта нагрузка ложится на суставы и повреждает постепенно со временем суставы. И скакательный, и запястный, и путовые суставы, и ниже все суставы несут, несут слишком большую нагрузку, и все эти суставы постепенно со временем стираются и повреждаются, если копыта не носит достаточно хорошие амортизационные качества, не выполняет свою амортизационную работу. Там целый ряд механизмов, но вот купол копыта – это один из основных амортизационных качеств, благодаря чему у Миши появилось такое замечательное копыто. Вот там вот видно, как у нас лошади гуляют, играют. Да, не очень видно, но вам придется понеслись. Вот так вот они у нас гуляют, играют чуть ли не целыми днями. Благодаря этому копыто постоянно несет нагрузку, и благодаря этому появляется вот такой свод копыта. Когда Миша сюда приехал 1,5 года назад, у него тоже копыто было почти плоское, а сейчас вот есть такой замечательный свод, который бережет его копытки. Что еще дает такой свод копыта и хорошие амортизационные свойства копыта? Это то, что лошади могут двигаться красивыми, широкими, свободными движениями. Если копыто не выполняет свои функции хорошо, значит лошади больно наступать на копыта. На самом деле большинство лошадей на свои копытки наступать больно. И лошадь, еще такой момент, как можно проверить. Больно, не больно лошади. Нет, Миша, поднимись. Вот. Вот так я смогу показать. Давай. Ну, лохматое копыто. Ну вот здесь вот, я специально, чтобы были мои пальцы, вот здесь вот можно пощупать. У него такое очень мягенькое, как резиновое. Прощупывается вот эта вот часть над пяткой. Здесь вот щупаем, над пяткой пощупываем. Здесь вот у него такое все мягенькое и хорошее. Это значит, что у него там нет окостенения клещей. И все хорошо. Второй тест, который вы можете провести, не будучи специалистом, это либо заснять видео и посмотреть, на какую часть копыта лошадь начинает опору при движении. То есть либо она становится с зацепа, либо с середины ноги, либо с пятки. Вот с зацепа лошадь ходить не должна. Второй тест, который вы можете провести самостоятельно, это вот на видео посмотреть, заснять, посмотреть замедленное движение. И посмотреть еще, нет ли в момент, когда лошадь ставит ногу на песочек, нет ли перед копытом лошади фонтанчика. Если фонтанчик есть, это значит, лошадь наступает с зацепа, и значит, ей больно ходить. Значит, нужно что-то делать с расчисткой
возможно, менять коваля или учиться самим, или еще что-то. Но факт тот, что лошади ходить больно. Вот такие вот простые тесты, которые вы можете провести. Значит, лошадь должна наступать либо на середину стопы, либо на пяточку стопы, пяточку копыта. Да, мой замечательный конь. Еще такой момент, который тоже можно посмотреть, это насколько свободно лошадь выносит ногу вперед. Ну, сейчас, наверное, не очень получится мне показать. Да, тут у нас маленький совсем пятачок, чтобы он пошел свободно. Но вот когда лошадь просто свободно идет шагом или рысью, нужно еще посмотреть, насколько далеко вперед лошадь выносит ногу. Если лошадь почти не выносит ногу вперед за вертикаль, это тоже значит, что ей больно ходить. Если же она выносит ногу далеко и свободно, значит, ей не больно наступать на пяточку. Вот так вот. Да, Миша? Замечательный. Молодец. Всем спасибо за внимание.